Приветствую всех! Вы на канале Школы Вязания, с вами Катерина Мушина. В сегодняшнем видео мы свяжем спортивную шапочку лицевой гладью. Шапку свяжем из пряжи Rock and Roll. Значит, от Газал у нас есть такая пряжа Rock and Roll, 50 грамм, 115 метров, 21% акрила, 70 полиамида и 9 лана меринос. Значит, я беру два цвета. Это темно-серебристый и светло-серебристый цвета. Значит, шапочка у нас двухцветная. Вот такой нежный переход у нас будет. Будем вязать так, что совсем не видно будет стыка. Видите, вы не видите, где начало ряда у меня в шапочке. С такой красивой макушкой. Такую макушку можно использовать для любой шапки, которая вяжется лицевой гладью. Она немножко удлиненная. Сама высота макушки около 7 сантиметров. Сама высота шапки 24 сантиметра. То есть шапочка у нас с удлиненной макушкой. Выполняется спицами 3,75 первые 3 сантиметра, а дальше на 4,0 миллиметра. То есть для первых 3 сантиметров берем чуть-чуть меньше спицы, чтобы здесь не было слишком растянуто. Также вам потребуется любая брошь для украшения. Вот такой брошью украсила я. Значит, я вязала на стандартную женскую голову. Окружность головы 56 сантиметров. Буду давать все размеры, начиная от 48 окружности головы, то есть фактически это на годик-два, и до большого женского размера на 58, или это даже мужской размер 58 окружностей. Значит, смотрите, какой ваш размер по порядку. Вот свой я немножко увеличила. И так я все цифры свои буду делать чуть больше. Видите, перед последнее число это мое, то, что использую я. Вы, если вяжете другой размер, используйте это число, что сейчас по порядку обозначает вашу окружность. Так, хвостик нити оставляю около метра. Беру темнее цвет. Значит, спицы у меня 3,75, мои рабочие спицы, плюс одну дополнительную спицу. Будем так набирать петли. Набираем петли классическим способом набора на 2 спицы. Вот. Но сразу скажу, нужно набирать свободно. То есть вот здесь внизу слишком близко не затягивать друг к другу. Вот так, видите? Я набираю 92 петли на спице, плюс одну петлю для соединения в круг. Сколько петель нужно набрать для других размеров, у вас пишет на экране. Пожалуйста, набирайте. Вот видите, свободненько, чтобы нижний край был свободный. То есть петли были чуть далеко вот друг от друга. Значит, дополнительную спицу убрать. Петельки распределить по длине наших круговых спиц. Вот. Соединяем в круг. Смотрите, первую петлю переносим на правую спицу. Последнюю сбрасываем с правой спицы через первую. Первую возвращаем на левую спицу. Стягиваем концы и ставим маркер в начале кругового ряда. Так, все петельки вяжем просто лицевой гладью. Значит, каждая петля лицевой. За переднюю стенку классическими лицевыми петлями, не растягивая их, вот так по кругу все вяжем лицевыми. Так, вот довязываю первый ряд до конца, переснять маркер. Каждый следующий ряд также вяжем лицевой гладью. Вот видите? И так дальше. Все петельки лицевыми вяжем по кругу. Примерно на высоте 3,5-4 сантиметра мы меняем спицы. Значит, я брала спицы 3,75 и теперь буквально немножко их увеличиваю. Меняю на 4,0 мм спицы. Одну и также вторую. Таким образом у нас полотно будет дальше вязаться чуть свободнее. Вот, и продолжаю вязать все петельки лицевыми. Уже спицами на размер больше. Значит, по кругу, вот лицевой гладью я провязала 32 ряда. И это у меня получается 9 сантиметров.
Значит, дальше я перехожу на другой цвет, и по схемке мы будем менять цвета нити. Так, беру светлее ниточку и начинаю вязать. Вот первая петелька, в конце перебросить, вот так. Вторая лицевая, третья, четвертая и так дальше. Все петли я вяжу лицевыми. Видите, уже нитью светлого цвета. И так лицевыми до конца ряда. Так вот, довязываю лицевыми. Я закончила ряд. Забираем маркер. И теперь, чтобы у нас не было ступеньки, мы вот стянем ниточки. Здесь тоже можно перебросить вот так. И провязываем первую петлю. Вот она. Еще раз, только на ряд ниже. Вот. Здесь стянуть, а здесь провязать на ряд ниже. Таким образом у нас будет без ступеньки. И теперь здесь начало ряда, то есть здесь должен быть маркер. Значит, следующий ряд вяжем уже темной нитью. Темной нитью вяжем 3 ряда лицевыми петлями. Вот каждую петлю лицевой петлей. И так по кругу до конца ряда. Так, вот я довязываю второй ряд темной нитью. Последняя лицевая. Снять маркер. Снова, чтобы не было ступеньки. Петельку следующую на ряд ниже провязываем лицевой. И ставим обратно маркер. Так, 3, 4 ряды тоже не меняют цвета. Все петли лицевыми. Это 3 ряд. Я заканчиваю. Еще цвет не меняю. Ступеньки у меня нету. То есть просто переснять. Но обязательно перекрестить ниточки, чтобы подтянуть светлую ниточку. И вяжем 4 ряд. Вот снова все петли лицевыми, нитью темного цвета. Так, готов 4 ряд. Следующий 5 ряд будет выполняться нитью уже светлого цвета. Тоже их перекрещиваем между собой, видите? Вот перекрещиваем. Все петли вяжем лицевыми. 5 и 6 ряды будут вязаться с нитью светлого цвета. То есть теперь уже 2 ряда. Вот 5 ряд, чтобы не было ступеньки, забрать маркер. Следующую провязываю лицевой на ряд ниже. Ставлю обратно маркер. И 6 ряд. Снова все петли лицевыми. По кругу лицевыми до конца ряда. Так, лицевая. Переснять маркер. Так, перекрестить, вот так удобнее. И следующий ряд. Значит, вяжем лицевыми. Теперь 2 ряда нам нужно провязать нитью темного цвета. Значит, этой темной нитью я заканчиваю 7 ряд, где провязываю последнюю петлю лицевой на ряд ниже. Так, перекрестить наши ниточки. И продолжаю вязать 8 ряд. Тоже этим же цветом. Вот темным цветом довязывайте лицевыми по кругу. Так, готов 8 ряд. Следующий 9 ряд. Перехожу на светлую ниточку. И 3 ряда будем вязать лицевыми светлой нитью. Так, довязываем 9 ряд, забираем маркер, следующую петлю лицевой на ряд ниже. Так, ставим маркер обратно, подтягиваем и перекрещиваем ниточки. Так, следующий 10 ряд, все петли лицевыми. Так, 10 ряд, переснять маркер, и 11 ряд, все петли вяжем лицевыми. И так до конца ряда. Так, готов 11 ряд и 12 ряд. Провязываем темной нитью. Вот. Перекрестили. Все петли вяжем лицевыми. И так до конца ряда. Все лицевые. Это 12 ряд схемы перехода. Так, вот довязываю 12 ряд. Снова стянуть, чтобы не было ступеньки, последнюю петлю вяжем на ряд ниже. Вот так, видите, ступеньки нету, все аккуратно. Вот так у нас все на изнанке выглядит. Значит, все, мы отрезаем нить темного цвета.
оставляя небольшой хвостик. Дальше продолжаю вязать шапочку только нитью светлого цвета. Значит, перекрестить петельки. Все петли выполняем лицевыми. Так, значит, вот лицевая последняя. Тоже стягиваем, снова перебрасываем. И следующую, чтобы не было ступеньки, провязываем лицевой ряд ниже. Ставим сюда маркер и продолжаем вязать. Уже маркер будет не меняться. Все по кругу лицевыми, только нитью светлого цвета. Вот так. Так, сверху я еще 16 рядов провязала лицевой гладью. Общая высота сейчас 18 сантиметров. Значит, теперь нам нужно разделить нашу модельку, нашу шапочку на 4 части. Вот я 4 маркера, поэтому взяла. Значит, всего мы набирали 92 петли. Делим на 4, это по 23 петельки. Так, значит, берем маркер и отсчитываем 23 петли. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. И 1, 2, 3. Ставим маркер. Раз. Снова 23 петли. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 1, 2, 3. Маркер 2. Третий. Снова 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 3. Поставили маркер и проверяем, что в конце у нас между маркерами тоже 23 петли. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 20. 1, 2, 3. Вот, все есть. Вяжем макушку с убавлениями. Первый ряд убавки. Вяжем 1 лицевая. Затем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой петлей. Вот так. Дальше каждую следующую петлю я вяжу просто лицевой. И так до последних 2 петель перед маркером следующий. Вот все петли лицевыми. Так, довязываем. 2 петли осталось перед маркером. Здесь делаем убавку с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, провязать вместе лицевой за заднюю стенку, переснять маркер. Теперь вот это все повторяем всего 4 раза. То есть снова вяжу 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, вяжем лицевыми все петли до последних 2 петель перед следующим маркером. Так, и убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правой стеночками назад, вернуть обратно, провязать вместе лицевой за заднюю стенку. Все повторяйте до конца ряда. Так, у меня сирена. Извините, в эфире. Ну что ж, побежали. Так, следующие 2 ряда будем вязать просто по рисунку. Пересняли маркер. Все петли вяжем лицевыми. Это второй наш ряд. И так лицевыми до конца ряда. Так, и третий ряд вяжется также. Пересняли маркер, все петли лицевыми до конца 3-го ряда. Так, последние 3 ряда повторяем еще 1 раз. 4-й ряд, 1 лицевая, убавка с уклоном вправо. Вяжем лицевыми каждую следующую петлю до последних 2 петель перед следующим маркером. Так, 2 петли у нас осталось перед маркером. Провязываем убавку влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно. Вместе провязываем за заднюю стенку. Переснять маркер. Все, что между маркерами, повторяем. Лицевая, убавка вправо, лицевыми до последних 2, убавка влево. И так по кругу 4 раза. Так, следующие 5-й, 6-й ряды просто лицевыми. Каждую петлю. Просто лицевыми. Это 5-й ряд. Так, и 6-й ряд. Снова все петли вяжем лицевыми. Теперь убавки будут делаться через ряд. То есть 7-й ряд и остальные нечетные ряды это 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Каждую следующую петлю я вяжу лицевой до маркера. Так, с каждым следующим нечетным рядом у нас вяжется на 2 петли меньше, так как мы по 2 петли убавляем.
на одном клине, так? Так, 2 петли осталось перед маркером, убавка влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязываем за заднюю стенку. Переснять маркер, и все это повторяем еще 3 раза, то есть всего 4. 8 и остальные 4 ряды, все петельки просто вяжутся лицевыми, без убавок. Вот каждую петлю абсолютно лицевой. И так по кругу до конца ряда. Последние 2 ряда повторяем, то есть снова 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, все петли выполняем лицевыми до последних 2 петель перед следующим маркером. Так, 2 петли перед маркером осталось, 2 вместе лицевой с уклоном влево, переснять, повернуть, 2 вместе лицевой за заднюю стенку провязать. Так, следующий ряд просто будет лицевыми, и так вот эти 2 ряда повторяйте, пока не останется всего 12 петель. Одновременно, видите, слишком короткая уже леска, я просто увеличиваю леску, беру леску побольше. Если у вас нет такой возможности, вы можете перейти на чулочные спицы. Видите, как получается все? В каждом втором ряду продолжайте. 1 лицевая сразу после маркера, 2 вместе лицевой вправо, лицевыми до последних 2 петель перед следующим маркером, 2 вместе лицевой с уклоном влево. И так дальше. Так, 21 ряд. Вяжем 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо и сразу же 2 вместе лицевой с уклоном влево. Вот так. Видите, 3 петли у нас осталось в одном раппорте. Взять маркер, повторяем. Лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Вот. Повторяем еще дважды. Маркеры все снимаем. Так, всего у нас теперь на спицах осталось 12 петелек. Значит, нужно провязать еще один ряд, полностью все петли лицевыми. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем. Следующая 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот так 12 петель у нас получилось всего. Так, теперь ниточку нужно обрезать, оставляя небольшой хвостик. Вот так. Так, берем иглу с толстым ушком. Теперь все петельки снимаем на иглу с нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, немножко подтягиваем. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот они, наши 12 петелек. Так будет удобней. Значит, наша задача теперь продеть петельки все еще один раз. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В одну сторону. Подтягиваем. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В другую сторону. Вот так, видите, мы стянули все в одну точку. Отправляем иглу с нитью в изнаночную сторону. Наше вязание с изнаночной стороны. Так, ниточку будем прятать между петлями. Вот так несколько раз. Готово, и остатки нити просто обрезаем. Вот таким же способом должны спрятать все концы, что у нас есть в шапке. Так, значит, получаем вот такую спортивную простую шапочку спицами высотой 24 сантиметра.
шириной 23 сантиметра. Всего у нас ушло на шапку почти 60 грамм пряжи. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушина. Это канал Школы Вязания. Всем до новых встреч.